Леня, я знаю, что ты меня уже не можешь видеть. Здорово. Здорово, брат. Короче, жара, пиздец, да? вот мой двигатель, я его выгрузил. Я вам уже не показывал. Вот он стоит коробка. В коробке довольно-таки большой люфт. Обратите внимание. Это не так хорошо. Мне сказали, что это замена подшипника какого-то вала. И сказали, что мы это не делаем, это будет стоить как новая коробка. Поэтому ставлю то, что есть. Походу я купил мотор сгоревшей машины. Вот что значит покупать его не глядя. Полный интеркулер масла. Компрессор? У меня есть масло, можно подлить. Может быть сапун, потому что там же была пробита прокладка, может быть поэтому. Да. А вот бьет в руль, знаешь почему? Потому что мне кажется, что уже конец редуктора. Я просто его хотел поменять. Или это муфта, но я не думаю, что в муфте это дело. Она уже в камень превратилась. Я думаю, что лучше его поменять. Нет, демпфер я менял. Да. Самое главное, чтобы коробка двигатель подошел. Что тут понятно, что стоит подшипник коленчатого вала, который центроид. Но это уже многовато. У него и такой слой. Значит, там уже константные подшипники отжили. Ну, просто мне кажется, ее ремонт будет стоить столько же, сколько сама коробка. Отломлено. Вот именно вот по этой тяге, если это щелкает, когда двигаешь, а вот эта тяга не хочет работать. Компрессор кондиционера мы же сейчас не проверим, но он заклинил, не заклинил. Компрессор вообще не включает, ну пусть включается. Но это, скорее всего, то, что закидывают компрессор по клапану. Чисто аккуратно. Работает, но зато патрубки ломаются. Обычно бензостойкий шланг можно использовать. Вот так. Директор сам угостил мороженым. Вот это подход, вот это сервис 21 века. Walk through the fire, the sound of a lion. I found my way back in the end. Baby, I've fallen for
falling. You got me falling. Did you know that? Вот этим каналом конец надо прочищать вот так вот иголкой. Сапуна. Вентиляция картера. I just assumed we were more than just friends, 'cause I felt the tension in the room. Caught in emotion on every occasion. Сняли мы кулису, обратите внимание. Вот это старая кулиса, вот обратите внимание, тут даже тяги отваливаются просто. Посмотрите, какой люфт. Но это допуск, короче, в 10 сантиметров. В принципе, они подходят. Так что мы установим и посмотрим, какая из них лучше поездит. Но я уже вижу, что даже вот выработка тут просто вот максимальная. Но это дрочево, просто полнейшая, она никуда не годится. Тут вообще все четко, так что я очень рад, что я все-таки ее купил. $10 всего лишь. Ребята, это того стоит. Она снимается за 3 секунды, особенно когда машина без коробки. Работаем. You got me falling. Вспомните, как вы изучали английский язык раньше, в школе. Это беспонтовая зубрежка, неинтересно. Куча правил, книг, непонятных слов. И что толку? Научились говорить? Готовы понять, о чем поется в вашей любимой песне или фильме? Ну ладно, не расстраивайтесь. Ведь на самом деле намного проще заниматься с преподавателем, не выходя из дома, по скайпу. А это можно сделать именно в онлайн-школе Inglix. Это онлайн-школа с 10-летним опытом работы. Там 438 преподавателей и более 1 миллиона проведенных уроков. Более 20 тысяч выпускников по всему миру. И если вы хотите научиться свободно общаться, пожалуйста, можете выбрать даже носителя английского языка. Любое обучение под ваши цели. Я, кстати, попробовал. И за 45 минут я получил навыки, которые не мог понять при самостоятельном обучении. С преподавателем оказалось намного проще. В общем, рекомендую пройти по ссылке. Там есть бесплатный пробный урок и скидка 30% на обучение. Изучайте английский, ведь это самый популярный язык на планете. Он вам по-любому понадобится.
видите, он, красавец, сюда влетел, и я просто удивлен, насколько вот немцы, они делают качественную подгонку. Все становится на свои места. Я мыл эти запчасти, я не знаю, я мыл эти запчасти, наверное, лучше, чем себя мою, поэтому... Короче, все внимание этой красавицы. Надеюсь, этот двигатель заведется. Я буду очень благодарен, если так произойдет. Что, ребят, опять я сегодня сел на подмену Volkswagen Polo, самую лучшую машинку, как я думаю, среди бюджетного класса. И, ребят, позвонили мне только что из СТО, сказали, мы не можем собрать твою машину. Мы не можем собрать виной... Так, заткнись. Виной всему вот этот маленький игольчатый подшипник. Вот эта пиздюлечка, которая стоит меньше $10. Этот игольчатый подшипник, он вставляется в маховик, ну и по сути является подшипником между коленвалом и приемной частью коробки самой. Вот, и я его менял в прошлый раз, видимо, в этот раз он разбился, и для того, чтобы не рисковать, пацаны сказали, иди меня, а где я его найду? Обычно такие запчасти не продаются, как фильтра, масла, где можно их купить на любой заправке, поэтому я позвонил различным барыгам, они сказали, что только на завтра, другим цыганям позвонил, они сказали на 6 часов, но там же простаивает машина. Без того, чтобы поменять этот подшипник, невозможно собрать коробку, невозможно ее присоединить к двигателю, поэтому сейчас я еду по всему городу, ребята, искать эту маленькую деталь, от которой зависит, по сути, судьба моей машины. Это дичь. Зато в спорт-режиме и с красным гоночным рюкзаком, конечно. Игольчатый подшипник коленвал Сакс. Игольчатый подшипник коленвал Сакс. 202 Мерседес, там Сакс. If I just stand still, 'cause you won't wait forever, so just hear. Здравствуйте. Игольчатый подшипник коленвал Сакс. Игольчатый подшипник коленвал Сакс. Здравствуйте. Игольчатый подшипник коленвал Сакс Мерседес. Treat you right, yeah. Игольчатый подшипник коленвал. Коленвал, маховик, игольчатый подшипник маленький. Сакс. Вообще даже... Ребята, я раньше занимался профессионально автозапчастями, и я был просто в шоке, то что проехав по двум большим автоцентрам, где продаются запчасти, я не смог найти такую вроде бы простую вещь, как подшипник. Просто подшипник от Mercedes. Я ходил по фирменным мерседесовским ларькам, и эти цыгане не смогли мне ничего предложить. Они говорят, что это заказная запчасть, ее нужно знать день, кто-то говорит неделю. Короче, это все простая дичь. Что удивительно, этого подшипника не нашлось даже святая святых в магазине АвтоВАЗа. Зато они очень активно доебывали меня, подходили, спрашивали, что вам надо. Но когда я им говорил, что мне нужен подшипник маховика коленчатого вала, они очень быстро меняли выражение лица, опускали глаза. И поэтому, ребята, если вам также не нравится, как и мне, когда кто-то пристает и пытается что-то втюхать, то делайте как я. Просто говорится, что вам нужен подшипник коленчатого вала Mercedes 202, и вы очень быстро увидите, что в радиусе 1 километра от вас не будет никого. И вы сможете спокойно прошвырнуться по автоцентру и купить именно то, что вам действительно нужно. Если, конечно, оно там найдется. 2 часа хуярил на каршеринге, все впустую, все впустую. Я даже деньги им, я говорю, я заказывал вам эту запчасть, ебаный подшипник, я вам оставлю деньги, таксист привезет. Нет, даже деньги не берут. Я говорю, что я должен дежурить, блядь, возле этого подъезда ебаного. Но с другой стороны, если бы я знал про эту запчасть вчера, если бы мы ее посмотрели, я бы уже давно сегодня ее заказал. Ну и привез. Что ты делаешь? Это масло упало, надо дошамать. Я на тебя газ ведь перешаманил. Газ перешаманил. Ну, потому что тут были скрутки, фигурки. Ага. Там он перешаманил. Офигеть. Ладно, теперь все на быстросъем. Офигеть, братишка, ну ты, конечно, по красоте. Подход, подход.
Потому что есть действительно его кусками вырывало. Или диск такой плохой. Но я же там я же не стартовал. Там. Последние 2 года я не стартовал с перекрестков. Не на чем было стартовать. Но это еще нормально, друзья. Маховик тут вообще. Оригинальный мерседесовский подшипник. Опа. Родной. If you want me to, I will let you go. There'll be someone new. О, новое. Dear, what I would do without you. And I know it's me that has caused you trouble, but I'm changing more than. Короче, смотрите, чуваки, из этого подшипника весь сырбор. Видите, внутри там сальник, ему уже конец. Видимо, от того, или я в первый раз неправильно отцентровал коробку и вставил. Видите, я с маховика его выбил. Или сейчас, когда снимали, видите, повредился сальник. И из-за него основные проблемы могут быть. Видите, это оригинальный Ина. Такой ставится в оригинале. В общем, заказал. Сейчас придет. Все таксисты Минска мне везут доставкой. Конечно, блядь, проблемы с ним. Я не знал, что такая... Ну, по сути, согласись, Саня, элементарная вещь невозможно найти все под заказ. Это просто элементарная. Вот, Обычный игольчатый подшипник. да, это проще его, наверное, ну пачка чипсов может быть. Просто. Я не знаю, куда катится этот мир. Какая-то желтая дичь. Да, засрал весь гараж. Like a hurricane, you took the room. Братишка, спасибо, тебя не хватало. Все готово и все в сборе. Тебя не хватает. Подшипничек ебучий. Ну и представьте, из-за этого говна, вот за этого говна, из-за этого машины вся работа стала. I know it's me that has caused you trouble, but I'm changing more than you know. You, I stumble. Maybe that's why you're still here. That makes me love you. Дайте политическое убежище по-братски. That makes me love you. Ребята предлагают вот эту гайку от руки попробовать. Как вы думаете? Он так манит, прямо манит. Ты хочешь сказать, что это тепловой зазор? Коробки, да, может быть. Ну, потому что подшипники еще как бы все года были конусные, они, может, нагреваются. А, прикольно. Может быть, это расшит под тепловой зазор. Может быть. Вот так вот устанавливаем. Все, установил. Получается, не садится ремень. Ну, как бы заливается, смотрите, 1,5 литра, 75/80. Это экстрон вонючий. Танцы. Танцы, обниманцы, 20 килограмм. Танцует у меня в руках бас.
В общем, гляньте, как она круто влетела сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, супер. Вот молодец, и человек. Знаете, я вам что хочу сказать? Я знаю, большинство из вас, кто меня смотрит, они никогда в жизни этого не делали и никогда в жизни этого делать не будут. Я сам вообще это делал раз в жизни в гаражных условиях. Но вот когда специалист это делает, он уже таких двигателей навсовывал, уже просто ногами их запихивает. Так что, ребят, если это цените, если цените то, чтобы блогер сам делал работу, ставьте лайк. Молодцом! О, видите, какие цыгане, короче. 2 болта выкрутили, 2 болта зажали в поддоне. Офигеть, просто вот чертяги. Посмотрите, тут вообще не докручен болт. Вот гляньте, тут не докручен, а тут, видимо, или кронштейн был, или резьбу какую-то, видите, подложили закладной. Пидорасы. Ребят, дядя Саша настраивает испытательный стенд. Очень интригующий момент, вообще заведется этой машина или нет. Мы не знаем, в каком состоянии коробка, мы не знаем, в каком состоянии двигатель. А что вопрос мы вообще знаем? Мы не знаем ничего, поэтому я думаю, что вам будет интересно. Почти неделю мы колдуем над этой машиной. Ну что, ребят, готовы? Офигеть, он крутится? Он крутится. Мы без свечей просто так прогнать. Залили туда промывочное масло. Самое главное, что он не в клине. Это уже отличная новость. И сейчас дядя Саш попробует сделать врум-врум. И если врум-врум произойдет, если этот мотор не взлетит и не пробьет потолок, это будет самое лучшее окончание этого дня. Если бы вы знали, сколько мы все устали. Надо взять ДМРВ вот так вот, прислонить к уху и сказать: алло, Израиль, вышлите мне деньги. Если кто не знал, датчик массового расхода воздуха, он считает количество килограмм воздуха. Да, а считает он за счет того, что вот эта пластина, она охлаждается потоком воздуха и изменяется ее сопротивление. Соответственно, он дает вот по этому незамысловатому шнуру мозг прямо в эти мозги. С 2 мегабайтами памяти, не знаю, если бы на них можно было информацию записывать, мне кажется, песня Modern Talking бы не вошла бы даже наполовину. Да, потому что люди, когда читают эти машины, там Star или еще что-то, они читаются 1,5 года. Ну что, ставим? За лупу ставим? К пуску готов! 1, 2, 3, 4, 5. Так, задняя, блядь, не прошла. Балеба выскочила. Ну что, ребят, мы еще не пробовали. Все происходит на ваших глазах. Посмотрите на мое выражение лица. Даю. Давай. Вот это звук! Представляете? Он жив, ребята, он жив! Я купил целый мотор, это удивительно. Потому что сейчас не видит продула. Он ничего не видит, даже подушки не прикручены. Давай. Огонь! С отстрелами! Дядя Саша, дайте вашу руку. Спасибо, все подписчики вам говорят большое спасибо, дядя Саша, вы кудесник. Я аж просто слезы счастья, настолько заебали. Вот там, да, идет. Хорошо было бы завести именно оттуда, да, течет? 100%. Я понял. Я вас понял. Посмотрите, видите, все как надо. Так, залито, передачи переключаются. Тяги четко стоят. Все, по красоте.
Все офигеннейше. Посмотрите, как офигенно смотрится наш подвесной подшипничек. По меткам все стоит. Кардан вставлен по меткам. Заварена труба тут. Ребята, заваренное колхозное соединение тут. Все как я хотел. Все как я хотел. Прогнит багажник. Все как я хотел, ребяточки. Нету... О, щит, фака мазер. Смотрите, это я новый шланг ставил, его уже разморосило, блядь. Новый шланг вместо 10-8. Его уже, блядь, расхуярило. Вы гляньте, блядь, какого качества шланги. На моторе ЕГР, видите, хуярит выхлопные газы. Мы с дядей Сашей пробовали трубу, но ничего не получилось. Оказалось, ребята, что вот видите, вот отсюда фигачит. Тут у меня по заводу стоит пробка, потому что это старый мотор. А в новом этой пробки нету. Слава богу, что она на резьбе, мы можем сюда какой-то болт. Потому что мы уже не знали, мы уже 2 часа, блядь, пытаемся эту трубу дергать. Сейчас дядя Саша сделает красоту и все. Дядя Саша пробивает сейчас, чтобы вы думали, заглушку, которую он будет пиндюрить с ним мотор. Оказывается, по номеру он пиндюривает не что иное, как святую святых, а именно натяжитель от А-класса, ребяточки. Вот это лайфхак. Ну что, ребят, смотрите, насколько ровно работает двигатель. А для этого двигателя такая работа, это вполне ровно, потому что его колбасит, блядь, с самого завода. Хорошо, что он вообще живой. Не терпится проехаться. Давай, давай. Вот. Водитель. От Бога. Стоп. Сейчас будет быстрее. Что скажешь? Просто там кондей, если мы сделаем кондей, то будет вообще пиздец. Спасибо, пацаны, что терпели меня. Короче, следующее видео мы увидим, за сколько она едет до сотни, за сколько она минут разгоняется до сотни. Хьюстон, у нас проблема. Машина не едет вообще, от слова вообще. То есть она ужасно тупит. Она не должна так ехать на новом двигателе. И поэтому сразу же лезем и смотрим состояние нашего компрессора. Смотрите, как она должна работать. Видите? Просто была не дожата фишка. 1 минута делов. Если у вас не работают какие-то проблемы с компрессором, он не дует, первое. Смотрим, как замыкается муфта. Муфта замыкается, зазор должен быть 1 мм между муфтой. И смотрим, работает ли отсекающая байпасовая дросселька. Честно говоря, когда я выехал на этой машине, машина уже лучше начала ехать. Намного лучше, чем когда я приехал на СТО. Но сейчас, когда мы устранили проблему с байпасовой дросселькой, она будет дуть 0,4 бара, и я даже не могу представить, как она классно поедет, ребят. Давайте я сейчас сам покатаюсь, посмотрю, и в следующем видео вы узнаете, сколько эта машина поедет до сотни. Мы ее подключим к компьютеру, прочитаем все ее ошибки, и мне кажется, это будет интересно. Так что не забудьте подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео уже очень скоро. У нас есть проблема с газовым оборудованием. Тапка в пол. Отключается газ при увеличении давления. Так, надо ехать к газовщику. Окей, как она едет на 95-м? Нихуя себе! Уху! Офигеть! Офигеть, ребят! Я просто не ожидал.